Всем привет! Опять вот в деревню попал. Привез ресанту. Сергей поковырялся, замерил осциллографом все напряжения. Вот, и осциллограммки скинул мне. Я, к сожалению, не смогу, наверное, прикрепить. Почему-то они у меня не открылись. Вот, фишка в чем была. Ремонтировался он уже не один раз. Транзисторы выбивало хаотично, то с одной стороны по диагонали, то вертикально, то эти два транзистора. И последний раз пик был, что здесь у нас резистор сгорел 5 ватт 51 Ом, и пробило также там диоды ультраскоростные. Бардак, не обращайте внимания, времени вообще нету, поэтому вот сейчас по пыхах быстренько расскажу, в чем фишка была. Оказалось, у нас трансформатор, все перерыл, нигде не нашел. Вот у него есть какое-то название, не знаю, сейчас я, наверное, не найду его. И у нас вот эта часть вот сломалась. Держалась она на двух каплях, с этой стороны и с той. И у трансформатора у нас здесь... Так, сейчас попробуем. Ну да, все, шумы идут от светодиодов. Вот здесь у нас мазок был, и здесь мазок был. Тоже какой-то черный клей твердый. Сверху я снял оплетку вот эту вот защитную, термоскотч этот. И у нас сам феррит был обмотанный. То есть моя задача была посмотреть, феррит целый, нет. Вот эти Ш-образные ферриты, это не железо, а феррит. На Алиэкспрессе я нашел. Они стоят, по-моему, ЕЕ65. Набираете, и там вылезет такой вот каркас. Он стоит в районе 1600. И сейчас я чего тороплюсь, то что нашли сварочник за 3200 со скидкой. Он типа 200 что ли. И весит где-то 3200, 3 килограмма 200 грамм. Он небольшой, где-то четвертая часть этого сварочника. Вот если получится сейчас транс склеить, он высохнет, завтра человек поварит. Если скидка не улетит, то и этот сгорит. Мы купим тот. Если этот заварит, то покупать ничего не будем. Сейчас скидка 50% на него, на тот сварочник. Этот у нас свистел. И у меня предположение, я тут менял вентилятор, Кроун стоял. Я их нашел все-таки, они стоят 1500 с доставкой. Я поставил обычный 12-вольтовый, не 0,41 ампера, а 0,25, по-моему. Он работает прекрасно, но обдув немножко поменьше. И в итоге сейчас свистел трансформатор до этого, может быть его роняли, скорее всего. И у нас расклеился транс. Транс свистел, и из-за этого у нас вышибало транзисторы. Дежурка, все у нас работало нормально. Только мы сюда запаиваем лампочку вместо резистора. Включаем, все прекрасно работает. Но даже при небольшой нагрузке, ну как на холостом ходу, у нас трансформатор грелся. Поэтому решили по одному диоду поставить и запустить. Ну вот на холостом ходу он проверял. Позвонил, сказал, что трансформатор немножко греется. Потом нагрелся хорошо. Говорит, где-то он раскис или еще что-то. Или при ударе развалился. Пошитал, выпаял его, посмотрел. Ничего, нигде никаких нюансов нету. Уже после того, как я начал вот это вот разматывать, вокруг него скотч черный, этот термостойкий, все поразмотал, и у нас отвалилась вот эта часть. Вот это вот выступ у нас сам. Это у нас карболитовый корпус. Вот он отвалился, и вот эта часть у меня просто-напросто вывалилась. И все. Сейчас я вот помазал эпоксидной смолой, развел. Сейчас соединю все быстренько и замотаю скотчем. Подсохнет, и завтра, я думаю, отдам его.
Если такое же будет происходить, то тогда сварочник пока на списание. У меня трансов нету, перематывать я точно не буду. И на нем уже улетело порядка 6 транзисторов. Я уже заказывал с Алиэкспресс десяток, у нас покупал. И в итоге выяснилось, что это все-таки из-за трансформатора. Как проверить трансформатор, я не знаю отдельно. Если кто знает, отпишитесь, буду очень благодарен. Так как это выяснилось чисто случайно. Писк у него прекращался. Когда его выпаешь, вставишь, то есть таких весомых писков ничего не было. Именно в какой-то момент, видать, сборки-разборки, или задеваешь его, когда или ставишь, он начинает отходить. И вот этот писк был изначально и преследовал, шел на всем протяжении, допустим, работы. Первый раз у нас сварочник сжег один электрод, взорвались транзисторы по диагонали. Второй раз сгорели вот эти два транзистора. На третий раз, по-моему, вот так вот сгорели. В итоге мои нервы сдали, я сдался, отдал знакомому. Он сказал, что 90% с трансформатором, хотя он, говорит, тоже проверять их не умеет. Пробуй, разбирай, говорит, я их не разбирал и рисковать не буду. Вот, в итоге я решился, разобрал и пришел к мнению, что это транс. По обмоткам и по остальному я не знаю. То есть так визуально покажу. Здесь у нас 4 контакта и с другой стороны у нас 8 контактов. Те, которые предлагают китайцы, они у нас маленько другого плана. И все эти контакты, они задействованы. Так что у китайцев, по-моему, 6 контактов и с другой стороны 2. Нет, 6 здесь и 6 здесь. Ценник у него в районе 2000. Так что, скорее всего, это либо какой-нибудь вот этот, либо еще какой. Но на нем написано было также Е65. Ну и там дальше цифры есть, но они ищутся именно по этим цифрам. Всем спасибо, пока. Вот еще пришел процессор, будем допаивать.